Всем привет! Посмотрите, в какой сегодня старой толстовке Coca-Cola из 80-х. Она была куплена мамой в начале 90-х, еще во времена СССР. Кто, кстати, сильно ностальгирует по тем временам, спросите у старших, во что мы тогда одевались. Жутко вспомнить. Буквально все приходилось доставать по блату, привозить из Москвы или выставить в 5 и более часовых очередях, когда что-то выкидывали в универмаге. Даже не важно что, какого цвета, фасона, состава, а порой и размера. Маленький разносится, большой ушьем. В те годы еще никто и слыхом не слыхивал о таком понятии, как секонд-хенд. Но на волне перестройки в СССР стала поступать гуманитарная помощь для ветеранов и малолетних узников. И под каким-то соусом просачивалась и бэушная европейская и американская одежда. В каком-то из таких мест и была куплена эта Coca-Cola. Кто помнит те времена, тот может представить крутость владения такой майкой в 90-е в относительно провинциальном городе. Это было гораздо круче, чем 16-й iPhone сегодня или Mercedes C-класса. Я не шучу. Иногда я сдавал ее на вечер друзьям на прокат, чтобы сходить на свидание или в кино, или за то, чтобы переписать кассету. Причем, чтобы вы понимали, размер тогда тоже не имел значения. Ее брали у меня и XS, и XL друзья. Ну и, конечно же, я был очень модным парнем в глазах девчонок. Наверное, вы догадались, что сегодня мы будем говорить о старых вещах и быстрой моде. Возможно, эта передача даже вызовет негативные комментарии в мой адрес и обвинения в ретроградстве. И не забывайте подписываться, так этот ролик увидит больше людей и, как знать, может быть, кто-то пересмотрит отношение к своему гардеробу. Сначала несколько фактов и статистики, чтобы вы оценили масштабы последствий быстрой моды. Потребление текстиля в год на одного человека в развитых странах достигло 20-25 килограмм. И это прямо очень много. Каждую секунду в мире сжигается или выбрасывается на свалку 5 тонн текстильных отходов, из которых 25% сжигается. Только 8% старой одежды используется повторно как секонд-хенд. И 60% современной одежды – это синтетика, разложение которой на свалке занимает более 200 лет. Средний срок службы одежды составляет чуть более 3 лет. За это время вы должны надеть ее от 100 до 200 раз. Но по факту вы выбрасываете ее гораздо раньше. В США среднестатистический человек выбрасывает 30 килограмм одежды в год. И менее 1% отходов одежды перерабатывается в новую одежду. В основном из-за проблем с переработкой. Мы общество потребления. С экранов телевизоров, бигбордов и телефонов нам говорят: купи, купи, купи. Тебе не так нужна эта вещь, все равно купи. Мы постоянно обновляем свой гардероб, забивая его до предела. К новому сезону, к лету, просто потому что надоели прошлогодние вещи, к празднику и так далее. Часто мы вообще не надеваем купленные импульсивные вещи. Может быть, ты бы и носил эти вещи, но Инстаграм тебе говорит: это уже не в тренде, цвет не модный и прочее. Вот так и подсаживают нас на иглу быстрой моды. Поэтому и захотелось поговорить и задуматься сегодня с вами о том, что мы носим, и о старых вещах, которые выкидываем. Наверняка в гардеробе у вас есть вещи с историей и с душой, с которыми связаны какие-то теплые воспоминания. Может быть, доставшиеся вещи от родителей, от любимого человека или от друзей. И вряд ли это будет синтетическая футболка. Наверное, это что-то очень приятное, тактильное и очень натуральное. Один из способов обуздать излишество быстрой моды – это побудить людей ценить патину времени и натуральный износ, которые появляются у хорошей одежды. Вот они, 3 базовых принципа. Покупать меньше, но лучшие вещи. Покупать вещи, которые актуальны вне времени. Носить вещи, невзирая на их возраст. Многократно проверено, что покупая одну дорогую, но качественную вещь, вы проносите ее намного дольше и получите больше удовольствия, чем от 10 дешевых модных вещичек, которые, скорее всего, вы даже не запомните. Я не претендую на вынесение вердиктов, ведь каждый сам решает, что будет в его гардеробе, но стараюсь придерживаться следующего принципа. Гардероб не должен расти, поэтому я покупаю новую вещь только тогда, когда списываю в утиль какую-то старую. Ну и, конечно, у меня есть старые вещи с историей, которые я не выкидываю. Вообще, культура ценности старых вещей пришла в европейскую и американскую культуру из Японии, где говорили, что глубинная тень одежды обладает гораздо большей ценностью, чем ее поверхностная ясность. Если я не авторитет для вас, и вы думаете, ну что он несет, я хочу выглядеть модно и ярко и носить все время новые вещи, то посмотрите, как одеваются аристократы. Не те, конечно, которые в соцсетях, а настоящие.
Больше всего в интернете информации о принце Чарльзе, а теперь короле Карле III. Его портной рассказывал. Он принес пальто, которому было около 10 лет, чтобы перешить его. Внутри все было ужасно, изношено до смерти, фактически разорвано на куски. Думаю, я поднял брови или что-то в этом роде, потому что он посмотрел на меня и сказал, оно сделано очень хорошо. Один из самых известных его костюмов, Savile Row, был перешит более 5 раз. Он регулярно носит пиджаки с потертыми локтями и растянутыми плечами. А здесь на фото знаменитые заплатанные туфли Джон Ло. На протяжении многих лет Чарльза неоднократно видели в вещах, которые были заметно заплатанными или отремонтированы, что соответствует и его отношению к одежде, и к его экологической позиции. Чарльз давно был экоактивистом, произнеся свою первую речь об опасности загрязнений еще в 1970-х. Его работа по борьбе с изменением климата часто делала его объектом насмешек в 80-х и в 90-х. Однако после его стали хвалить за то, за что раньше ругали, и за то, что он опережал события в этих вопросах. На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл он надел костюм, в котором его видели много раз за 4 десятилетия, и его спросили, не рассматривал ли член королевской семьи возможность сшить новый. «Я думал об этом», — сказал Чарльз, «но в случае с этим конкретным костюмом, пока я продолжаю в него влезать, я буду его носить. Я из тех, кто терпеть не может выбрасывать вещи. Лучше починю, даже если придется залатать, чем избавлюсь от нее». Когда же Чарльз приезжает в деревню, его вид становится еще более потрепанным, но все вещи в хорошем состоянии. Посмотрите на фото, он весьма похож на дачника средней полосы из России или Беларуси. Здесь на фото принц в знаменитом пальто из викуни, которое носит уже более 40 лет. И это пальто не просто часть гардероба, а визуальное выражение идеи sustainability и аристократического подхода к одежде. Истинный аристократ никогда не появится в обществе в новой вещи из магазина. Согласно мемуарам королевского двора, придворные и аристократы намеренно утяжеляли карманы новых пиджаков камнями, чтобы они быстрее выглядели поношенными и не слишком новыми. Камердинеры разнашивали одежду и обувь, прежде чем выдать ее хозяевам, а английские денди заставляли их натирать новую одежду толченым стеклом, чтобы она казалась поношенной. Посмотрите на другой пример – портфель британского дипломата Тима Барроу, который выглядит старше своего хозяина. На чемодане красуется небольшой герб королевской семьи. Возможно, им пользовались несколько поколений дипломатов, и он торжественно передается из рук в руки. Но, возможно, нет. Домысливать историю старой вещи порой бывает интереснее, чем знать о ней правду. Ведь хорошая вещь – это та, что служит десятилетиями и выглядит так, как будто ты вообще не придаешь ей значения. Поэтому, если ваша рубашка износилась и на манжетах, и вокруг воротника, а на джемпере появились маленькие дырочки от моли, не спешите выбрасывать ее, а носите эти вещи с достоинством, как истинный аристократ, не обращая внимания на такие мелочи. Кстати, у такой одежды есть свой стиль, который называется old money, и с недавнего времени он вновь вошел в моду. Термин old money или старые деньги изначально описывал аристократические семьи, чье состояние передавалось из поколения в поколение. Их стиль – это не демонстрация богатства, а сдержанная роскошь, где важны традиции, качество и безупречный вкус. Почему здесь вообще фигурирует слово «старые»? Эстетика стиля сформировалась в США в 1920-е годы, а задали тренд потомки ВАСП – белых англосаксонских протестантов. В Европе же стиль связан с древними дворянскими фамилиями. И поэтому старыми считаются деньги, которые были унаследованы, а не заработаны самостоятельно с нуля. Таким образом, к культуре old money относятся потомки семей, имеющих богатую родословную и сохраняющих благосостояние своего рода на протяжении десятилетий. Но не стоит забывать и об истории этих богатств. Если посмотреть на то, как заработали свои капиталы первые иммигранты в США, то мы увидим, что большинство из них подвергали эксплуатации чернокожих, индейцев и на этом сколотили свое состояние. Они были держателями плантаций, судовладельцами и работорговцами. Да, к сожалению, из песни слов не выкинешь. Британская аристократия была воспитана в духе бережливости, традиций и консерватизма. Идея вести себя скромно и достойно была важной частью этикета. Демонстрация богатства через роскошь – это стиль новых богачей или буржуазии. Аристократы же считали показную роскошь признаком дурного тона. Лучше ходить в поношенном твидовом пиджаке, который носил еще твой дедушка, чем щеголять в новом костюме от модного портного.
Какие же основные требования к одежде в стиле Old Money? Ну, первое – это использование только натуральных тканей высокого качества. Хороший хлопок, экологичный лен, легкий шелк и нежный кашемир. Синтетики и искусственной кожи здесь нет места. Но, разумеется, современные тренды допускают наличие эко-френдли технологий, особенно это относится к меховым изделиям. Второе – это сдержанные цвета. Палитра Old Money – это симфония благородных оттенков. Теплый беж, мягкий кремовый, приглушенный серый, изысканный оливковый или насыщенный шоколадный. Кислотные цвета и кричащие сочетания проходят мимо кассы. Наследственность. Часы деда, жемчуг бабушки, пальто, перешитое из родительского твидового костюма, так как старые вещи ассоциируются с историей семьи. Практичность – это качественные вещи, которые будут служить годами. Если этот пиджак выдержал 20 лет, он лучше любого нового. Крой. Каждая вещь – пример безупречного соответствия фигуры. Пальто должно сидеть как вторая кожа, подчеркивая силуэт, но не сковывая движений. Брюки без мешковатости, но и без излишней обтягивающей формы. Рубашки отличаются безукоризненным кроем с четкими линиями, которые отлично выглядят даже после целого дня носки. Незаметность. О логомании можно забыть. Тихая роскошь на то и тихая. Ничто не должно кричать о брендах. Настоящий аристократ не наденет одежду с торчащими бирками или огромным логотипом. Наличие лого допустимо, если оно совсем незаметно, как, например, на футболках Пола от Ralph Lauren. Дизайн вне времени и моды. Например, классические брюки Imperial, силуэт которых актуален всегда. Никакой вульгарности, оверсайза и быстрой моды. Только проверенные долговечные фасоны, которые не поддаются влиянию кризисов и трендов. Этот стиль можно назвать антитрендом. Old Money – это расслабленность, легкая небрежность и ощущение свободы. Нельзя же почувствовать себя расслабленным в узком пиджаке, брючках и рубашке, застегнутой до воротника. Какая одежда считается классикой стиля Old Money? Это строгие блейзеры и костюмы, которые сочетаются с однотонными блузками и рубашками. Платья, юбки средней либо максимальной длины с прямым, зауженным или расклешенным силуэтом, который подчеркивает фигуру. Это твидовый пиджак с потертыми лацканами и новыми кожаными латками на локтях. Он мог достаться вам от отца или деда. Носите его с джинсами в своем загородном доме или на даче, для тех, у кого пока нет загородного дома. Домашний кардиган или свитер из овечьей шерсти с латками, местами заштопанный, в котором так приятно сидеть у камина, читает Таймс. Рубашка из хорошего хлопка свободного кроя. Кашемировый джемпер пастельных оттенков. Он мягкий, очень приятный тактильно и выглядит дорого даже в самом простом образе. Классическая кожаная обувь, прошедшая много ремонтов, ведь хороший сапожник может поддерживать ботинки десятилетиями. Один из самых ярких примеров сегодняшнего тренда на визуальную состаренность – это патинирование туфель. Обувщики называют патинированием сложное окрашивание, симулирующее старение кожи. Шарфы и галстуки Old School, где важен не внешний вид, а принадлежность к традиции. Наличие головного убора, независимо от сезона, выделяет представителей стиля. Это дизайнерские шляпки, панамы, платки и косынки. Как видите, ничего особенно сложного нет в том, чтобы выглядеть в стиле Old Money. Для этого не обязательно покупать супердорогую брендовую одежду от Hermes, Prada, Loro Piana или Brunello Cucinelli. Достаточно порыться у себя в сундуках и заказать пару дорогих, классических базовых вещей из натуральных тканей вместо кучи дешевого барахла. Но ваш дворецкий уже натрет одежду стеклом и набьет карманы камнями. В 20 веке стиль Old Money пережил несколько важных трансформаций, каждая из которых оставила неизгладимый след в истории моды. В 20-е годы 20 века Коко Шанель совершила революцию, переосмыслив саму концепцию роскоши. Ее маленькое черное платье и твидовые костюмы стали символом изысканной сдержанности. К 50-м годам Одри Хепберн и Грейс Келли вывели аристократический casual на новый уровень, сочетая рубашки с закатными рукавами, изящные береты и солнечные очки с непринужденной элегантностью. Завершил прошлое столетие Ральф Лорен, который в 70-х построил целую модную империю, вдохновляясь ностальгией по стилю Old Money Новой Англии и закрепив этот эстетический код в массовой культуре.
Сегодня, в 2025 году, стиль Old Money переживает новый виток популярности, и на это есть несколько веских причин. Но это романтизация эстетики сдержанной роскоши. Здесь важную роль сыграли популярные сериалы типа «Наследники» и «Короны», которые романтизируют аристократическую эстетику. Второе – это то, что статистические исследования показали, что люди в сдержанной дорогой одежде воспринимаются как более компетентные, надежные и успешные. Третье. Выделяться не брендами, а сдержанным стилем. Настоящие аристократы никогда не выставляют богатство на показ. Для них дорогие вещи – это обыденность, а не повод для хвастовства. Если человек постоянно упоминает стоимость своих часов, показывает бирки на одежде или фотографирует еду в дорогих ресторанах, перед вами человек, который совсем недавно заработал свои первые деньги. Аристократ же может носить дедушкин потертый свитер и при этом чувствовать себя абсолютно комфортно. Кричащая роскошь – признак дурного тона. Историк моды Александр Васильев подтверждает, аристократы никогда не демонстрируют лейблы. Логомания – это страсть новориши, но никак не признак хорошего вкуса. Посмотрите, как одеваются настоящие аристократы. Принц Филипп, герцог Эдинбургский, строгие твидовые костюмы, классические галстуки, пальто из шерсти. Принц Уильям, лаконичные рубашки, кашемировые свитеры, классические пиджаки. Джон Кеннеди-младший, воплощение американского Old Money. Белые рубашки, кашемировые пуловеры, блейзеры и мокасины. Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, часто появляется в классических пальто, твидовых жакетах, лодочках и шляпках в духе английской аристократии. Этот экскурс я провел не только для того, чтобы познакомить вас с аристократическим стилем Old Money, но и вообще, чтобы предложить вам посмотреть на свой гардероб и покупки под другим углом. Ведь каждая некупленная вами дешевая синтетическая шмотка снижает экологическую нагрузку на нашу планету. Помните, что именно вы покупатели одежды, и вы формируете спрос и предложение в фэшн-индустрии. Сокращая свое потребление текстиля, используя вторично переработанную одежду, вы уже вносите значительный вклад в сокращение негативного влияния индустрии моды на экологию. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно, поэтому не забывайте подписываться. А если хотите поддержать мой канал, то переходите по ссылке в описании.